Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделан онлайн гадание, расклад карт Таро вот на такую тему. Почему он не действует? Почему бездействует? Что вообще происходит? Как его подтолкнуть? Что будет? Так что, девочки, давайте сделаем такой расклад. Почему он бездействует? Да? Для начала посмотрим, какая у вас ситуация на сейчас, чтобы вы могли понимать, резонирует ли онлайн-гадание, расклад карт Таро с вашей ситуацией. Ваш ли это расклад? Да? Какая ситуация у вас сейчас? Почему он бездействует? Почему не действует? Сделаем онлайн-гадание. Влияет на него кто-то? Или вообще, в общем, на эту ситуацию, что он бездействует, мы узнаем карт Таро с помощью расклада онлайн-гадания. И вот у меня есть такая прекрасная колода. Давайте спросим совет карт в этой ситуации. Да? Совет карт по поводу этой ситуации. Так. Совет ангелов. Таро называется Таро ангелов. Сюда мы положили. Так, и как обычно мы поработаем в конце с колодой Таро, чтобы убрать все препятствия, которые показал этот расклад. То есть обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Итак, начинаем. Онлайн гадание, расклад Таро. Почему он бездействует? Да? Почему не действует? Что с ним вообще происходит? Очень интересно, очень интересно. Так, давайте сейчас совсем, девочки, разберемся. Вижу, уже не все так плохо. Так, какая ситуация у вас сейчас? Ситуация выглядит так, что было какое-то общение, возможно, вообще было очень плотное общение, да, и мужчина почему-то отошел. То есть он отошел от всех кубков, которых, скажем так, вы ему предлагали, да. То есть здесь и любовь, и отношения, и планы совместные, и совместный отдых, или ваши мечты, так много на него возложенные, да. Он отошел, но в то же время он уверен, что то, что он хочет, его желания, его чувства, они при нем. Да, то есть вот он мечтает, сидит, что у него все хорошо, что он знает, что он хочет, что он делает, куда стремится. То есть какие-то, скажем так, новые нашел, то ли новое дело, то ли новые какую-то женщину, то ли что-то ему сейчас гораздо интереснее, да, чем вкладываться в ваши отношения, то есть или это друзья какие-то, ну, все, что возможно, может показать эта карта, то есть его что-то отвлекло и что-то ему кажется важнее сейчас. Также он смотрит в другую сторону, вы видите, он думает, что он вот такой вот весь всем нужный, держит вот землю в руке, да, земной шарик. И ему кажется, что он всем нужный, всем необходимый, ему как бы не до вас.
Вот немножко такой нарциссического плана мужчина вырисовывается. Ему кажется, что вот вообще весь мир должен вокруг него вращаться, что у него мир уже в руках, да, он смотрит на какие-то дальнейшие перспективы. В то же время у него не так много денег, как хотелось бы. То есть вот если говорить о финансовой его составляющей такого супермужчины, как он себя видит, да, то денег очень, немного, вот немного. От слова немного, от слова хватает на то, чтобы поесть и пожить, да, в принципе. И он работает, да, хорошо, что он работает, но, к сожалению, семерка пентаклей нам показывает, что работа еще не приносит ему того дохода, который он бы хотел или вы бы хотели. Хотя, вот замашки нарциссизма такого, что он вот такой прям король, у него все схвачено, и перспективы у него по всему миру. И все его хотят, и друзья, и всем он нужен. То есть замашки немного, мягко говоря, не соответствуют доходам, которые у него есть. Хорошо. Теперь смотрим, почему он бездействует. Да? То есть мы уже видим, что это за мужчина, почему он бездействует. Он как-то вот так вот ушел в отшельника. Вот видите он, вот видите вы, тут как раз по диагонали, да, что вот идет, что он вот такое себя чувствует, представляет себя таким вот этим, на самом деле ушел в отшельники, а вы достаточно шикарная для него женщина. Императрица на вас выпала, это говорит, это и плодородие, это и женщина, с которой строит семью, и женщина, у которой все схвачено, она сидит на троне, она сидит уверенно, у нее все получается, она точно знает, чего она хочет, куда она хочет и когда она хочет. И видите, вот вы, да, и башня. То есть произошли какие-то события, которые привели к тому, что он бездействует. Давайте возьмем колоду, еще другую, и посмотрим, что же это за события, которые повлекли к тому, что кто-то из вас изолирован от этих отношений. То есть или вы, или он. Ему сложно принимать какие-то, делать какие-то действия, хотя бы по пажу. По пажу это самая мелкая карта двора, да. Даже минимальные движения в сторону к вам ему трудно делать. Давайте посмотрим, что ж там за башня-то такая произошла, с чем она связана, точнее. Это связано с вашими отношениями. Или это связано, допустим, не знаю, кто-то повоздействовал на него, там друзья, еще кто-то. Или это там, допустим, связано с какими-то событиями, отъездом, работой, еще чем-то. Да, смотрим. С вами тоже это связано, то есть какую-то он апатию или в вас увидел, или проявил, то есть ничего не хочется, хотя было все довольно неплохо, или двигалось хорошо, или перспективы были неплохие развития этих отношений. Но вот апатия какая-то, да, то есть он в отшельнике уходит, апатия. То есть он вот эти вот все кубки, которые ему дают, он их просто отбросил, или вы отбросили. Это связано с кем-то другим, да, странно. Тут еще и какая-то женщина маячит. Но женщина довольно взрослая. Женщина взрослая, это может быть как просто взрослая женщина, женщина действий, так и при том, что еще выпал иерофант, да. Это может быть женщина из его семьи или его начальница, то есть та, которой он прислушивается. Какая-то женщина еще есть.
вот башня из-за нее. И что, ну, понимаете, это онлайн гадание, расклад тут может быть у кого-то такая ситуация, у кого-то такая. И, кстати, возможно, он и где-то, то ли у него есть перспективы куда-то поехать по миру, то ли он где-то находится немного далеко. Тут как-то у всех по-разному, видите? Все варианты есть из тех девочек, которые меня слушают. Так, хорошо. Влияет ли на него кто-то? Да, вот мы уже, в принципе, посмотрели, что есть влияние женщины. Ну, карты нам говорят, что на самом деле человек достаточно хитрый, продуманный, влиять на него сложно, он защищается, да, и любое влияние он может победить. У него есть возможность моральная, не знаю, физическая, то есть он не подвержен чужим влияниям, даже под пристальным, да, вниманием и очень большим нажимом он с этим справляется. Его действия все-таки направлены к тому, чтобы строить семью. Он хочет, он видит, он знает, что ему нужна его семья. Его семья, его отношения, его любовь, чтобы все кубки, которые вот здесь были, да, чтобы они все как над ними были, все участвовали в этом. Все были счастливы вокруг него, видите, пара людей, дети. Это очень хорошая карта, и после карты действия особенно. То есть, ну, конечно, в принципе, если это любовный треугольник, то тут можно говорить о том, что ну, он выбирает ту семью, с которой живет. Если это не любовный треугольник, то действия его направлены на создание семьи. Он хочет это создать. Давайте посмотрим совет карт. У нас выпал рыцарь мечей. События, которые происходят с большой скоростью, распланируйте свое время так, чтобы вы смогли тщательно рассмотреть разные варианты решения проблем, творческие решения. О чем нам говорит в совете карт рыцарь мечей? Нам говорит, в принципе, о том, что если он бездействует, рассмотрите варианты, как его подтолкнуть. Вот буквально. Ну, не знаю, вы же там знаете, как именно на вашего мужчину действовать. Или первый позвоните, или первым, это смотря насколько далеко зашли ваши отношения. Если это после ссоры, то первое позвоните. Если отношений еще не было, и вы их хотите, то ну, намекните то, что вы хотите с этим мужчиной строить какие-то отношения. Именно об этом нам говорит карта рыцарь мечей в совете от ангелов. Давайте теперь сделаем самое интересное. Да? Давайте из этого расклада сделаем приближенный к идеальному расклад. Итак, убираем его уход, да, от этих эмоций, от этого всего однозначно. Пускай он чувствует пока себя, что он вот, тем более у нас тут симметрично эти желания выпадают и в дальнейшем, что он вот такой король кубков, он все знает, он все мыслит, ну не король кубков, а десятка чаш, ну в смысле он тут восседает как король. Давайте уберем его стремление куда-то там дальше, к миру. Ну, наверное, медленные деньги, потому что больше в раскладе нигде деньги не выпали, мы оставим, но совсем деньги нельзя оставлять. И работу тоже оставим, да. Дальше забираем отшельника, да, вот вы императрица. Естественно, забираем башню, ограничения. Мне не нравятся медленные действия, забираем. Забираем
ну, кражу, обман. Возьмем его победу, сражение забираем, действие и прекрасная семья. Так, эти карты мы в конце расклада обратимся, я их пока откладываю. Мы берем все эти препятствия, попросим, чтобы ангелы-хранители, силы вашего рода и высшие силы помогли нам убрать препятствия из этих отношений. Итак, что у нас получается теперь в раскладе? Мужчина, много у него желаний по жизни, ну, пока у него медленные деньги, он работает. Вы императрица, его победа, да, будет над вами. Также действия его все будут направлены на создание идеальной семьи. Ну, по сравнению с тем, что было, по-моему, очень неплохо. Так, убираем эти карты, девочки, и займемся препятствиями, те, которые выдал расклад. Да? Я ищу карту суда. А вы, пожалуйста, так как мы будем также обращаться к силе рода, вспомните всех тех, кто уже не с вами, которые стоят. Ну, кстати, тут проблема довольно легко решаемая, потому что быстро нашлись. То есть вот показывает колода, сколько всего нужно было событий пережить, там вот ссоры, не знаю, там еще что-то, для того, чтобы преодолеть эти препятствия. Их достаточно мало, иногда даже не с первого раза в колоде находится. Так, вспоминаем родственников, которые у вас, вашу любимую бабушку, дедушку, которые стоят, которые, естественно, нам помогают. Сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее, беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убирать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Сейчас проверим, подействовало ли. Итак, смогли ли мы убрать препятствия с раскладом карт Таро, онлайн-гадание, почему он бездействует или почему он не действует. Покажите мне. Так. Смотрите, карты говорят, что кому-то реально помогло, у кого-то закрывает это все Верховная Жрица. Да, она буквально говорит, что нужно поработать еще с его иллюзиями. То есть повторно я не буду, как обычно, повторять. То есть, девочки, пересматриваем несколько раз, пока кому-то помогло. Вы почувствуете, вам помогло это или нет. Всегда можно вернуться к видео, пересмотреть тот участок, когда мы убираем препятствия. Также для закрепления. В комментариях пишем «Спасибо, да будет так». Пишем «Не благодарю». Благодарю, это благо даю. Вам сейчас и в этом раскладе благо раздавать не надо говорить «Спасибо, Господи». Да? Спасибо, да будет так. Хорошего вам дня, безумно хорошей ночи. Пусть все, о чем мечтаете, сбудется. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пишите в комментариях также, какие расклады вы еще хотели, чтобы я сделала. Ваша Луна.